моя мама прилетела сюда. Первый раз в жизни в другую страну. Здравствуйте. У меня просто даже не было времени подумать, куда же ее сводить. И вот в этот момент у меня появилась задача на ежедневной основе, куда ее сводить, чем ее удивить, чем ее накормить, и чтоб, короче, все кайфанули. И все как понеслось. По поводу, куда пойти, я сначала обратилась к Пинтересту, естественно, посмотрела все виш-листы, куда вообще съездить туристам в Дубае, и начала тоже свой маршрут прокладывать, куда бы я хотела повезти своих близких, показать им все и рассказать. И началось все с того, что мы поехали в сафари. Самое первое это было сафари, потому что я считаю, что это самые такие драйвовые, кайфовые впечатления, которые нужно получить первыми, когда ты едешь на этих багах, когда ты едешь по этим барханам под арабские песни с арабским водителем и в конце получаешь шоу в деревне бедуинов. Я посчитала, что это будет крутое начало отдыха, и мы так и сделали. И вот мы собрались на сафари. За нами приехал джип. Первое, с чего начинается, в принципе, сафари, это тебя привозят на катание на багах. Изначально мы, в принципе, решили, что будем вчетвером все за одним багом. Вчетвером это значит я, мама, ее подруга и водитель, который нас привез. Потому что нам сначала было страшно. Сев на этот баг, мы полетели в пустыню. Оказывается, именно в данном парке нельзя было выезжать за территорию, но наш водитель решил, что он самый крутой, и как втопил по этим барханам. И в моменте мы просто слышим, что там сигналят полицейские или кто это были. Ну, в общем, это охрана этого комплекса вылетела за нами, догнала нас и вернула обратно в загончик, где можно только кататься на багах. Когда водитель, в общем, ушел себе в машину, соответственно, он предложил нам сесть за руль. Я там первая такая, ладно, давайте я первая полечу, потому что... А кто первый? Я, соответственно. Ты набираешь скорость, не чувствуешь ее, и потом в моменте, когда слышишь, как орут рядом просто родственники, понимаешь, наверное, уже too much скорость, надо тормозить. Мама на первой остановке попросила ее высадить. Говорит, все, спасибо. Сначала она такая, да, все, топим, классно, летим. А потом, когда уже поняла, что по-моему, станция конечная, поезд дальше не идет, попросила остановить ее на ближайшей остановке. Мы ее высадили, и в этот момент тетя попросилась тоже за руль, говорит, можно я попробую? Ну да, она села, соответственно, за руль, сидит и спрашивает, а как управлять ей? Куда жать? Так вы как на машине рулите? Я вообще на машине не умею. И тут мне стало страшно, и мы полетели. Ну, в общем, тетя кайфанула, поорала за рулем. Я поорала вместе с ней, потому что нам вдвоем было страшно, но все было с кайфом в итоге. Честно говоря, я ездила год назад, когда еще только приехала в Дубай, я уже ездила на сафари, и я тогда еще не кайфанула от езды на барханах, потому что для меня это супер страшно, супер опасно, как будто бы. Я так переживала, чтобы, то есть все доехали нормально, не пришлось вызывать там скорую, сердечным приступом. Вот. Но оказалось, что родственники прям визжали, что им так было классно, круто на этих барханах. И после этого нас повезли на ужин она называется «Деревня бедуинов». Хочу обратить внимание, что это было в январе. Мы утеплились как могли, но это не помогло, потому что, когда мы приехали, в эту деревню уже было вечер, уже было часов 6-7, уже темно. В пустыне, как известно, если кто не знал, холодно. Благо нам водитель предложил пледы и одеяло. Мы с радостью их там взяли и пошли в этих пледах уже до самой деревни. На входе мы увидели верблюдов и решили на них покататься для начала. Why not? Мама, соответственно, мне не полезла. Она говорит, я такого не люблю, не хочу и не полезу. А тетя с радостью такая, все, погнали. Пока мы ждали шоу, мы замерзли, я не знаю, мне кажется, я продрогла до костей. Мне так было холодно. Я уже подозревала, что, скорее всего, я после этого заболею. В этом всем шоу, примерно всегда шоу плюс-минус одинаковое. То есть танцы, фаер-шоу, ужин. Из смешного могу сказать, что в первый раз, когда я ездила на сафари, у меня подозрение было, думаю, стоит ли есть в этой деревне или нет. Вроде все было хорошо первый раз, но маме не повезло. Она 3 дня потом
болела так называемой акклиматизацией. Из классного то, что прям вот мне очень нравится, что в конце тип, который делал этот огонь, он бежит и зажигает вот эти слова I love Dubai. И оно прям эффектное, и оно, что мне в первый раз зашло, мне прям класс, и второй раз тоже мне зашло, и всем остальным тоже. Они такие, блин, круто. Тут я подумала о том, что, не будут же они запоминать только одну пустыню. Мой выбор пал на, наверное, самое зеленое место в Дубае. Это Miracle Garden. Miracle Garden — это цветочный парк, наверное, не знаю, самый большой в мире. Не буду врать, но, в общем, если что, можно загуглить. Мы купили билеты. Мне фартануло, я резидент, и у меня билеты со скидкой, туристам чуть дороже. Мы зашли в парк, и с самого начала все цветочки были сфотканы, масштаб всех впечатлил, то есть там на входе, по-моему, в принципе, с самого входа был эффект «Вау, класс!». Потому что мои родственники из Краснодара, у нас, в принципе, город зеленый, лично меня особо не удивить чем-то таким, но именно в таком масштабе это прям выглядит очень круто. Каждые 10 минут, когда я спрашивала, как вам, все такие, блин, круто, блин, классно, это понравилось мне. Парк большой, мы практически обошли всю, наверное, территорию. Думали, что уже будем сейчас выдвигаться, ехать дальше. У меня там уже был план, куда мы поедем дальше. И тут мы увидели, что кто-то играет в гольф. Ага, подумали, где это взять? Мы тоже хотим. Да, погнали, все, давайте играть в гольф, при том, что тоже она ни разу не играла в гольф, но очень хочется, называется. И по завершению даже мама такая, блин, это круто было. Мы такие, да, не просто так мы туда пошли. В общем, тетя рада, я рада. Мы с радостью завершили турнир наш. И поехали в Дубай Молл. Больше, наверное, не в молл, а больше к фонтанам. Пока там походили, погуляли возле, уже видим, что начинают играть фонтаны. Ждем шоу, ждем фонтаны. И, в общем, мы посидели на этой крыше минут 15. Значит, смотрели на эти фонтаны, все, мама у меня в восторге, классно, вообще. И моя тетя, которая просто поразила, наверное, комментарием, она такая стоит на это все, смотрит, говорит, не, в Абрау Дюрсо, конечно, получше. И мы такие с мамой, такие, то есть фонтан, который самый просто, наверное, по-моему, большой в мире, да, по высоте струи этой, просто сейчас обосрался по сравнению с Абрау Дюрсо. Мы такие... У меня мама даже в моменте просто закатила глаза, не стала этого скрывать, и мы до сих пор угораем о том, что когда мы с парнем что-нибудь там делаем, едем куда-нибудь, и нас что-то не вдохновляет, теперь у нас есть коронная фраза, что типа, не как в Абрау Дюрсо. В общем, короче, я была оскорблена. Фонтаны не заценили. Мама заценила, а тетя, конечно, нет. Мне кажется, туда миллион народу ездит, чтобы специально посмотреть эти фонтаны. Но если кто-то был в Абрау Дюрсо, и знают, какие там фонтаны, напишите в комментариях, что все-таки круче, фонтаны в Дубае или фонтаны в Абрау Дюрсо. И я погуглила. Кажется, в Абрау Дюрсо, точнее не кажется, а точно в Абрау Дюрсо нет такого сафари-парка, как в Дубае. Вообще ничего не знала, как туда пройти. В общем, приехали туда, купили билеты. Так уже торопились быстрее начать это, потому что мы чуть-чуть в тайминге опаздывали. Но, несмотря на это, то, что мы там торопились, быстрее надо было зайти, уже быстрее сесть в этот автобус и поехать, я увидела шляпу и решила, что я без шляпы дальше не пойду. Как маленький ребенок там, нет, мне нужна шляпа с жирафиком. Там была еще со львом. Почему-то жирафик мне больше откликнулся. Я, в общем, купила эту шляпу. И счастливая, как на экспедиции, или как их называют эти люди. Я и дети в этих шляпах, и все. Но главное, что я себя ощущала реально как будто бы в Африке. Да, наверное, в Африке. В сафари-парке у нас небольшой был квест, то есть, я знала о том, что, там вроде как бы возят на автобусах, а где он останавливается, куда идти, это была такая квест, куда пройти, где сесть, чтобы уехать и на правильную станцию. И за людьми по дорожке мы побежали в очередь на автобус. Оказывается, там надо еще несколько очередей простоять, чтобы твой автобус приехал. Нам, кстати, повезло, мы попали в открытый автобус. Первую станцию мы вышли. Я не помню, как она называлась, но я знаю, что там были зебры, были бегемоты, были слоники. Слоники были такие милые, но далеко. И был моя нелюбимая рубрика — это всякие ягуаны, всякие змеи. Терпеть не могу, ненавижу, но в любом случае туда зашла посмотреть, как они там себя чувствуют. Вроде все хорошо. Думали, по карте смотрели, куда же нам пойти. Я поворачиваю голову направо, думаю, какой-то холл интересный у них. Что-то как будто бы там есть. То есть люди заходят, выходят, мы что-то
обошли стороной. Захожу я туда и вижу, что там есть, оказывается, проход к птицам. Ну, то есть территория большая, на которой стоит баобаб, куча разных птичек, там цесарки, не знаю, попугаи, я не волоку в птицах, но вот мне кажется, что так они назывались. И они всякой разновидности, там есть утки, не знаю, курицы, по-моему, петухи, синички, в общем, очень всякое большое количество этих птиц, и там, оказывается, происходит, когда-то проходят какие-то шоу, ну, мы, к сожалению, на шоу не попали, потому что мы, в принципе, не знали об этом существовании, но сам факт того, что мы туда попали, уже было круто. Там мы остановились первое время, не знаю, может быть, там час провели, там, оказывается, есть какой-то подвесной мост до этого баобаба. Нам очень понравилось. Мы каждую птицу тоже отфоткали, каждого петуха сфоткали и пошли все-таки навстречу к жирафам, а точнее на этот автобус-тур. По пути нам встретились львы, гиены, фламинго очень красивые, розовенькие, они прям такие стоят, от воды, от них отражение. В общем, смотрелось все очень круто. Но у меня все равно было какое-то ощущение, что мы как будто где-то что-то не дошли, не досмотрели. Вроде по карте все дошли. В общем, нам надо было перенестись дальше, короче, к жирафам. Мы сели в этот автобус, доехали до жирафов. Жирафы были на месте, все с ними было хорошо. Даже их можно было в какой-то момент там кормить. Но у нас была цель это дойти все-таки до автобус-тура, потому что я прям очень сильно переживала, что если мы сейчас его потеряем, мы не доедем, мы столько денег потратили. В общем и целом, короче, нашли все-таки этот автобус. Я в своей шапке этого экспедитора. Как это все происходило? То есть мы сели в автобус, ну там по одному получается, и поехали в зону, где звери чувствуют себя как в своей привычной среде обитания. То есть они не находятся в вольерах, они на улице бегают, прыгают, а мы из своего автобусика вот так на них смотрим. Ребята, подойдите поближе. От жирафов до автобуса было как раз павильон, где должны быть бегемоты. Точнее, там такой аквариум, и в них мы хотели увидеть бегемотов, но ни одного не увидели. И такие, ну ладно, сейчас мы поедем, мы точно их увидим. Вроде бы увидели, но это не точно. Я не помню. Видела вроде спины, но мы такие, ну ладно, раз тут не увидели, увидим, когда выйдем. Они явно там приедут на это место. Спойлер, бегемотов не было. Потом с птиц, которые там тоже летают себе свободно. Выглядело прям вот, я не знаю, как National Geographic. Очень красиво, очень все естественно. Из птиц мы поехали к обезьянам. Обезьяны прыгали по всему автобусу. Это было очень смешно, когда еще обезьяна прям вот так вот на лобовое стекло и там этому водителю стучит на выход. Я не знаю, что она говорила, но в общем просто они облепили весь автобус. Это было прикольно. И так из каждой зоны в зону мы проезжали. Там мы видели зебр. Из страшного было это львы, которые прям ходили прям очень рядом с автобусом. Крокодилы были тоже страшно. Мы еще ржали, что это лежат чьи-то новые сумки. Прям. Ну, все, конечно, хотелось посмотреть поближе, но слишком опасно, поэтому мы остались в автобусе. Примерно это все занимало час. Если кто-то будет в сафари-парке, обязательно возьмите этот автобус-тур, не пожалеете. Мы только вышли из автобуса и вернулись к жирафам. Такие, ну ладно, раз они стоят нас ждут, то как бы зайдем к ним в гости. И оказывается, что буквально через 15 минут начиналось время их кормления. Нам срочно нужно было их покормить, поэтому мы побежали в кассу. Нам как бы изначально сказали, что, ребят, билетов нет, но мы такие, нет, пустите нас до кассы, мы хотим точно узнать. Простояв в очередь в кассу, нам действительно сказали, что на сегодня кормление к жирафам. Билеты закончились, приходите завтра. Вот, мы расстроились. Мы думали, что дальше уже как бы смысла не было ехать. Ну, что мы дальше можем увидеть? Но оказывается, на следующей станции нас ждала какая-то Китайская империя, не знаю, как ее по-другому назвать. Как будто ты приехал в какую-то Японию или Китай, и, в общем, все такие китайские постройки. Водопад тоже, который можно изнутри посмотреть. Как обычно, я увидела, что это сбоку, о, там люди, пойдемте там узнаем, что там происходит. И так мы сели в следующий автобус. Оказывается, там очень их много, этих автобусов. Мы сели в следующий автобус. Не знаю, куда мы едем. Такие, ну ладно, едем куда едем. Посмотрим сейчас. И мы поехали тоже через свободную зону, где свободно гуляют верблюды, свободно гуляют местные газели, я не помню, как они тут по-другому называются, но, в общем, тоже местные животные. И тоже вот они на расстоянии вытянутой руки там свободно гуляют. Мы их всех посмотрели, и этот автобус довез нас до конечной станции. Но это еще было не все. На пути к выходу мы попали в какую-то детскую зону. Сначала, где были чисто зона попугайчиков, нам надо везде же зайти. Мы зашли к зоне к попугайчикам. Там, правда, какие-то попугаи, которые как ручные, их можно потрогать. Было прикольно. Мы их покормили, погладили, вышли, и были детское какое-то отделение, не знаю, как это назвать по-другому. Там были маленькие там козочки, барашки. При нас родился козленок. Это был шок. Мы просто стоим, смотрим, как они бегают, прыгают. Козочки маленькие, большие. И в моменте просто она рожает. Это было просто незабываемое. Роды в сафари
сафари-парке. Приезжайте все. Получается, пустыню свозила, в сафари-парк сходили, цветочки показала, фонтаны посмотрели. И я подумала о том, что стоит показать то, что отличает, наверное, Арабские Эмираты от других стран, тем, что здесь очень ценится религиозная история мусульманства. Я подумала, что будет круто показать и мечеть шейха Заида, которая как в мультике «Аладдин». Дисклеймер. В мечеть необходимо, ну то есть дресс-код, необходимо приходить в закрытой одежде. Все мы об этом прекрасно знаем. Мы пошли мне покупать новую абаю. Купили такую смешную какую-то рабоче-крестьянскую серого цвета, потому что мне зеленая не нравилась, что она спадала с головы. Там у всех абай есть минус, что типа ее надо как-то крепить, иначе она просто спадает с волос. Я купила себе другую, и так как еще была зима все-таки, это был еще январь, я еще сверху одела, в общем, свое пальто. И в пальто, и в абае я пошла в мечеть. Главное, все было в цвет, серо-белое. В принципе, когда уже подъезжали, там все уже тетя и мама уже из окон фотографировали эту мечеть, потому что при солнечном свете дня она выглядит действительно очень красиво, очень масштабно. И этот белый цвет, этот мрамор или что это, камень, прям вот сказочно выглядит. А там, правда, есть такие отметки, где там прям стоит такой указатель, что вот место фото. Вот, видишь, место фото, встаешь и фоткаешься, потому что действительно не просто так они там установлены, потому что вот именно с этого ракурса лучше всего фотографировать. С других будет не то. Инстаграмные все вот эти фотографии, которые видите, они чаще всего делаются по этим меткам. Моя рекомендация все-таки вставать там, где написано. На всех фотометках, короче, пофоткала. Мама была в восторге от каждого цветочка. Она прямо вот там: смотри, как они это, ой, смотри, как классно. Пройдя все фотометки и посмотрев все ковры и люстры, мы вышли на улицу, и я начала искать автобус, потому что мне знакомые сказали о том, что, оказывается, там есть автобус, который может довести до тех мест, о которых туристы не все знают. Я начала идти в непонятную сторону, потому что думаю, где-то должен быть, я всегда ищу автобусы, где-то должен быть автобус, иду его ищу, мне охранник говорит: ты идешь не туда, я говорю: нет, мне туда, он говорит: нет, тебе не туда. И тогда я решила все-таки у него спросить, где же этот автобус останавливается. Он нас направил, и мы пошли, забросились в этот автобус, едем и переживаем, он точно понял, куда нам надо. И он действительно нас довозит до могилы шейха Заида. Там тихо, спокойно, уединенно. На самом деле всего лишь, наверное, вот мы поехали и еще 2 человека, которые случайно туда попали, и вот мы вшестером там оказались. Прям вот если хотите избежать туристов, посмотреть с другой стороны мечети, на то, что с другой стороны красивая, то вот можно на этом автобусе прокатиться и прям вот там вздохнуть, потому что там прям народу очень-очень мало. Но на этом наше приключение в Абу-Даби не закончилось, и мы захотели показать маме и тете такую классную постройку, как Лувр, который был недавно, не так давно построен. Если кто не знает, то это бранч Лувра, который во Франции находится. Не успели билеты купить, потому что за 10 минут до закрытия нам сказали, что бессмысленно уже заходить в Лувр, вы не успеете ничего посмотреть. Но лайфхак. Если подождать 10 минут, то есть мы в 7:50 приехали, если подождать 10 минут, то в 8 закроется полноценная вот выставка, и после этого вы можете просто бесплатно пройти под купол, который там есть, и пофоткаться, и посмотреть, в принципе, ради чего мы там туда все едем. Да, то есть картины мы можем как бы в другом месте посмотреть без обид, но вот саму постройку и саму вот эту крышу, которая сделана в таком интересном стиле, можно посмотреть бесплатно. Здесь можно прикоснуться не только к местной культуре, но и к культуре всего мира. И для этого мы поехали в Global Village. Global Village — это, как мы знаем, village — это деревня. На самом деле это огромное количество павильонов, в котором представлена каждая страна. Но из вот красивого, когда ты подъезжаешь, там это тоже выглядит, как вот говорю, «Арабская ночь». Аладдин, вы знаете, мультик. Вот оно ночью смотрится именно так, с подсветкой, в общем, классно и красиво. Но моя цель была им показать очень классное шоу, как будто бы происходит в реальном времени. Снимаются шоу, и тут происходит нападение, и ребята одни на квадроциклах вылетают на воде, этот прыгает с высотки, тут стреляют. И, в общем, этот экшен происходит в течение получаса. Ты просто только успеваешь вот везде поворачивать и видеть, кто чем занимается, кто что делается. Это транслируется на прямой эфир и выглядит очень прикольно. Тетя оценила, сказала: вот это адреналин, вот это молодцы. Я такая: фух, ну слава богу. Фух. Я рада. Идем дальше. И мы пошли по павильонам. Начали там с Африки, Азии, павильон Россия. Все там посмотрели. Все такие: ну,
и дома такое купим. Я их еле отговорила покупать какие-то чашечки за баснословные деньги. Срочно понадобились пиалки из Израиля или какого-то, не помню, из какой-то страны. Времени вообще не оставалось. Я бросилась в свое такси, а не в свое. И тетя просто уже идет на это такси и грустит о том, что скорпиона мне не купили. Но помимо туристической жизни в Дубае, да, туристических маршрутов, я захотела еще показать маме, как проходит наша обычная бомондовская суббота. И как раз в одну из суббот меня пригласили на чемпионат по поло. Я никогда не была на поло, и для меня, в принципе, там дресс-код и понимание, что там происходит, было неизвестно, только моя коллега мне рассказывала, что это очень классно, очень круто и очень надо пойти. Когда мы подъезжали, мы уже, в принципе, видели эту резиденцию, она уже выглядела красиво. Ну, в общем, мы шли, гадали, где же наш вход. Там, оказывается, отели, внизу тоже там какие-то зоны. И потом мы увидели, что там стоят такие, все, вот поло. И мы пошли, зарегистрировались, что мы приехали на место. Оказывается, можно было взять шляпы. Мы их взяли, но только успели урвать одну. Потому что так как мы опоздали на час или на два, осталась одна шляпа, и мы ее взяли. Как раз последние две. Когда мы уже нашли коллег, сели с ними, накатили. Шучу. Нет, мы просто накатили. Тут я решила спросить, а знает ли кто-нибудь правила игры? И оказалось, что никто не знает правил игры, и все приехали провести классное время, посмотреть на лошадок, с ними сфоткаться. Пошли фотографироваться с красивыми машинами. Нас, кстати, нафоткал фотограф. Такие мы вот молодцы. В перерыве где-то можно было побежать по полю, повтаптывать. Какое-то есть правило, повтаптывать землю. Сейчас какой-то легендарный момент, когда все идут топтать траву после завершения игры. Правилам надо придерживаться. И мы идем на поле. Все вместе. Сейчас обратила внимание, что надо как бы под ноги посмотреть, чтобы не упасть в грязь лицом, если вы понимаете, о чем я. Ну, как показывала практика, мне кажется, все просто шли в поле фоткаться с лошадьми и с участниками. Я боюсь тебя, как и ты меня. Очень страшно. Боже, я ее потрогала. О, господи, она еще и бежит куда-то. И там, кстати, было из прикольного, что девчонки, кто действительно там нарядился, кто уже, наверное, не первый год ходит на эти мероприятия, конкурс костюмов, то есть у кого была круче там шляпка или у кого круче был какой-то костюм под мероприятие, тому давали приз. Какой не вспомню, но точно было. Помню, что девчонка-китаянка выиграла это шоу. Она действительно была красиво одета, у нее была такая шляпа фиолетовая. Ну, в общем, подготовилась, молодец. Ну, в общем, если в следующем году мы поедем, а скорее всего в следующем году поедем на это мероприятие, то подготовимся немножечко посерьезней. Вот такое путешествие у моей мамы было в Дубае, и это я еще тебе не показала, как мы ходили в азиатский ресторан, как мы ходили в очень крутое перло-шоу. Мне кажется, все, кто был в Дубае, я вот всем рекомендую туда сходить. Колесо, и Global Village, и Сафари, и Абу-Даби. Мы еще были даже на Рамке. И, наверное, еще где-то мы были, о чем я уже сейчас не вспомню. Музей будущего. Я на самом деле очень рада, что для мамы произошло такое путешествие, которое, мне кажется, точно останется в ее памяти. Это первое, говорю, путешествие в другой стране. Я думаю, что ей очень это запомнится. И, кстати, из прикольного, что когда она прилетала, она на тот момент не работала и, в принципе, жила такую спокойную жизнь свою. И когда она уезжала, она говорит, блин, как же круто жить, как ты живешь так в ритме ярком, тут столько всего есть посмотреть. Скорее всего, я вернусь и тоже буду менять свою жизнь в какую-то сторону, чтобы она вот была более бурной. И она действительно приехала и устроилась на новую работу. У нее тоже много чего изменилось. Теперь мы отпуска планируем тоже, где сейчас я говорю, там, поехали в Турцию, да, все, поедем. Раньше, которая никуда не хотела выезжать за пределы России. Я считаю, что я молодец. Да, еще. Классно, когда ты можешь, когда ты вырос уже, наверное, до такого уровня, когда раньше тебе организовывали, да, родители, всякие поездки, досуг, куда тебя отвезти, привезти, а сейчас это делаешь ты. Я считаю, что это круто. Поэтому в следующий раз она сказала, что приедет через год. В феврале она сказала, что ей очень жарко уже. И вот только декабрь-январь. 30 градусов жары — это уже жарко. И она обещала вернуться через год. И напиши в комментариях, как ты думаешь, куда ее сводить в следующий раз, как ее удивить. Может быть, у тебя есть свой experience. Будет классно об этом почитать. Пока.